I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Привет! Сегодня мы расскажем о преступлениях, которые больше всего откликаются в сердцах людей. О преступлениях, которые не прощаются даже в криминальных кругах. О преступлениях против детей. Меня зовут Егор Доровских, я ведущий канала «Психопаты среди нас». А мы начинаем. Около 8:30 утра 9 августа 1973 года в среду дежурный полицейского управления города Хьюстон, штат Техас, принял телефонный звонок, сообщавший об убийстве, совершенном по адресу Пасадина Ламар Драйв, дом 2020. На вопрос, кто убит, был дан ответ, что погиб хозяин дома, Дин Корл. Звонивший назвался Элмером Вейном Хенли и сказал, что будет ждать полицейских перед домом, в котором произошло убийство. Так началось одно из интереснейших уголовных расследований, обстоятельства которого оказались на разные лады, перепеты как Голливудом, так и американскими писателями-детективщиками. Сюжет его и впрямь необычен и заслуживает пера Достоевского. Детективная история, в которой добро оказалось совсем недобрым, а подлость и порок едва не восторжествовали, сделалась не только крупнейшей национальной сенсацией, но и по праву заняла достойное место в истории американского уголовного сыска. Истоки. Дин Арнольд Корл родился в Индиане в канун Рождества 1939 года и был первым ребенком Мэри Эммы Робинсон и Арнольда Эдвина Корла. Семья считалась благополучной и зажиточной. Дин и его младший брат Стэнли росли в достатке, но родители часто ссорились между собой. К тому же супруги имели разный взгляд на воспитание детей. Арнольд был сторонником более жесткого и строгого подхода и наказывал мальчишек за малейшие проступки, хотя, несомненно, любил их. Мэри же имела склонность излишне баловать сыновей и намного мягче к ним относилась. В 1946 году родители Дина развелись, сыновья остались с матерью, которая продала дом и вместе с мальчиками переехала в Мемфис. В 1950 году Арнольд и Мэри снова сошлись. Все вместе они перебрались в Хьюстон, штат Техас, в попытке на новом месте наконец-то наладить семейную жизнь. Но уже через 3 года мать Дина встретила в Хьюстоне свою новую любовь, и их брак распался окончательно. Мэри сохранила право опеки, но Арнольд поддерживал отношения с сыновьями, продолжая в меру возможностей участвовать в их жизни. Корл рос спокойным, застенчивым и серьезным. Никто не отмечал проблем в его поведении, в том числе и периодически сменяющие друг друга няньки, которых нанимала Мэри, которая после развода много работала, стремясь обеспечить свою семью. В возрасте 7 лет Дин перенес ревматическую лихорадку, которая не была вовремя диагностирована врачами и оставила после себя осложнения в виде шума в сердце. Из-за болезни Корл часто пропускал занятия в младшей школе, и ему запретили заниматься спортом, в том числе освободили от уроков физкультуры. Зато Дин занимался музыкой, играл на тромбоне и бубне в школьном оркестре. Он был вполне социален, и никто не смог бы сказать, что его детство было трудным или тяжелым. Мать Корла после второго развода вышла замуж за Джейка Уэста, и в 1955 году у пары родилась сводная сестра Дина, Джойс Джанин. Переехав в небольшой городок Вайдер, штат Техас, супруги основали небольшую кондитерскую компанию Pecan Prince, начав с производства в своем гараже и постепенно расширяя его. Начиная с этого момента и вплоть до окончания школы, Дин и его младший брат Стэнли работали на этой самодельной фабрике день и ночь. В их обязанности входило следить за машиной, которая изготавливала изделия, и упаковывать готовую продукцию. Парень рос. В
1958 году окончил среднюю школу Вайдера, где его запомнили воспитанным, слегка нелюдимым учеником, имевшим среднюю успеваемость. В подростковом возрасте он время от времени встречался с девушками, но долговременных отношений не заводил. В конце 1958 года Дин с семьей перебрались на северную окраину Хьюстона, чтобы семейный кондитерский бизнес мог быть ближе к городу, где продавалась большая часть их продукции. Там они открыли свой кондитерский магазин. Жил он в квартире, расположенной над магазином. В 1963 году Мэри Робинсон развелась с Джейком Востоном и открыла собственный кондитерский бизнес – Coral Candy Company. Дин был назначен вице-президентом новой семейной фирмы, а его младший брат Стэнли стал секретарем-казначеем компании. В том же году один из подростков, подрабатывавших на производстве, пожаловался Мэри на домогательство со стороны Дина. В ответ она уволила его. В 1960 году Корал по просьбе матери отправился в Индиану, чтобы присмотреть за недавно овдовевшей бабушкой. Там он прожил почти 2 года, встречался с девушкой, но когда та стала настаивать на браке, бросил ее и вернулся в Хьюстон, где продолжил работать на семейный бизнес. Когда в 1964 году началась война во Вьетнаме, несмотря на диагноз, Корал был призван в армию Соединенных Штатов, где, пройдя базовую подготовку, был направлен на Джорджию для обучения на радиомеханика. В армии Дин был на хорошем счету, но через год он подал заявление об освобождении от службы в трудных условиях и, с почетом уволившись, вернулся в Хьюстон. Близкие и знакомые Дина рассказывали, что он сам сообщил им, вернувшись из армии. Именно это место помогло ему осознать собственную гомосексуальность. Также окружающие заметили изменения в манерах и стиле общения Дина, особенно когда он находился в окружении молодых мужчин и мальчиков. В 1965 году Coral Candy Company переехала на 22-ю улицу и расположилась напротив начальной школы Хелмс. Здесь Дин часто раздавал местным детям и особенно несовершеннолетним парням конфеты. В результате этого поведения за ним закрепилось прозвище «Кэндимен» – «Человек-леденец». В свою очередь, компания взяла в качестве дешевой рабочей силы несколько подростков, и Дин, как было замечено, флиртовал с некоторыми из них. Он также установил на задворках фабрики бильярдный стол, где часто собирались работники. В период существования Coral Candy Company вокруг Дина очень часто собирались дети и подростки, которые тусовались с ним на задворках фабрики. Корал часто устраивал с ними совместные походы на пляже Южного Техаса. В 1967 году Дин познакомился с 12-летним шестиклассником Дэвидом Оуэном Бруксом, который был одним из тех детей, которым он бесплатно раздавал сладости. Дэвид был очень закомплексованным и проникся симпатиями к Дину, потому что тот не дразнил его за внешность и всегда давал карманные деньги, если Дэвид их просил. В конечном итоге Дэвид стал относиться к Дину как ко второму отцу. Корал постепенно начал подкупать Дэвида деньгами и подарками, а их отношения постепенно вышли за грани дозволенного. В начале 1969 года Дин уговорил Дэвида на интимные отношения. В 1970 году Дэвид, которому уже было 15, закончил школу и переехал к матери в Бомонт, но каждый раз, когда он навещал отца в Хьюстоне, то заодно заходил и к Дину, который разрешал ему пожить в его квартире. Впрочем, в конце того же 1970 года Дэвид вернулся в Хьюстон и, как он сам позже рассказывал, стал считать квартиру Дина своим вторым домом. Подробнее познакомимся с третьим участником – Элмером Уэйном Хенли-младшим. Хенли родился 9 мая 1956 года в Хьюстоне. Он был старшим из 4 сыновей, рожденных у Элмера Уэйна Хенли-старшего и Мэри Полин Хенли. Его отец был алкоголиком, который часто нападал на свою жену и сыновей. Несмотря на жестокое обращение, Мэри старалась, чтобы ее дети получили хорошее образование и держались подальше от неприятностей. Пара развелась в 1970 году, когда Хенли было 14. Его мать, которая работала кассиром на автостоянке, сохранила опеку над своими 4 сыновьями. Поначалу Уэйн был отличным учеником в школе, но после развода родителей он нашел подработку с частичной занятостью,
чтобы помогать матери финансово, и его успеваемость резко ухудшилась. В возрасте 15 лет Хенли и вовсе бросил среднюю школу. Перед тем, как Хенли покинул школу, он познакомился с юношей, который был на год старше его, Дэвидом Бруксом. Они подружились и часто прогуливали занятия вместе. Благодаря знакомству с Бруксом, Уэйн узнал, что его друг проводит много свободного времени в компании взрослого человека, Дина Корла. Первоначально Хенли не обращал внимания на истинные масштабы отношений Корла и Брукса. В конце 1971 года Хенли также начал проводить время в компании Корла. Дин с Уэйном вместе ограбили несколько адресов, за что последний получил небольшую выплату. Однако, очевидно, проверяя характер, Корл спросил Уэйна, готов ли он убить, если потребуется, на что парень ответил «да». Кровавые следы. До сих пор доподлинно неизвестно точное количество жертв Корла и кого он убил самым первым, но следователи уверены, что свой кровавый путь он начал в 1970 году. Первой известной на сегодняшний день жертвой Корла стал 18-летний первокурсник Техасского университета Джеффри Аллен Конан, которого Дин убил 25 сентября 1970 года. Конан путешествовал автостопом вместе с другом, добираясь до дома родителей в Хьюстоне. В какой-то момент очередной подвозивший его водитель высадил Джеффри на улице, неподалеку от квартиры убийцы. И, судя по всему, тот предложил подвезти его. Знакомство увенчалось сексом, а когда Конан понял, что Корл старается скрыть свою ориентацию от родителей, то решил подзаработать немного денег, шантажируя его. Молодой человек был убит, и только через 3 года тело Джеффри будет найдено завернутым в полиэтилен, обнаженным, с кляпом во рту и связанным по рукам и ногам нейлоновым шнуром, захороненным под большим валуном на пляже Хай-Айленд. Эксперты пришли к выводу, что, скорее всего, Конан подвергся издевательствам, а после был задушен. Перейдя черту, поняв, что мучения жертвы и ее последующее убийство возбуждают его сильнее, чем самый извращенный секс, Корл уже не мог остановиться. Убийства следовали одно за другим. 13 декабря 1970 года Брукс заманил 2 14-летних юношей, Джеймса Гласса и Дэнни Йейтса, с религиозного митинга, проходившего в Хьюстон-Хайтс, в квартиру Корла в Йорктауне. Гласс был знакомым Элмера Хенли и ранее уже бывал в гостях у Корла. Оба молодых человека были привязаны Корлом к противоположным сторонам пыточной доски, которую Дин соорудил из большого куска фанеры, а затем изнасилованы, задушены и похоронены в лодочном сарае, который убийца арендовал в ноябре. Рядом с телом Йейтса впоследствии был найден электрический шнур с зажимами из кожи аллигатора, прикрепленными к каждому концу. Через 1,5 месяца после двойного убийства Гласса и Йейтса, 30 января 1971 года, Брукс и Корл встретили 2 братьев-подростков, Дональда и Джерри Уолдропов, возвращавшихся домой после встречи с друзьями. Мальчиков заманили в фургон Корла и отвезли в новую квартиру, которую Корл снял на Мангам-Роуд. Там братья были изнасилованы, задушены и впоследствии похоронены в лодочном сарае, рядом с предыдущими жертвами. В том же году Хенли стало известно о коварной череде исчезновений в его районе. С декабря прошлого года из Хьюстон-Хайтс исчезли как минимум 8 мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет, в том числе 2 его друзей – Дэвид Хилли-Джестер и Грегори Мелли Уинкл. 29 мая 1971 года не вернулись домой 2 подростка – 16-летний Грегори Мелли Уинкл и 13-летний Дэвид Хилли-Джестер, отправившиеся вместе в бассейн. В ночь на 30 мая мать Винкла приняла в высшей степени странный телефонный звонок. Ее сын Грегори сообщил, что с ним все в порядке. На вопрос, где он находится, Грегори после продолжительной паузы ответил, что во Фрипорте. Этот город расположен в 60 милях от Хьюстона, и Грегори не имел там ни родственников, ни знакомых. Пораженная услышанным, мать спросила, скороговоркой,
«Что ты наделал? Кто с тобою?» На что Грегори опять-таки после продолжительной паузы ответил дословно: «Со мной напарник по плаванию. Приедем позже». После этого трубку положили. Родители Винкла и Хилли Джестера обратились в полицию с требованием организовать поиски их сыновей. Но в отделе поиска пропавших от их заявлений отмахивались. Полицейские не понаслышке знают, что большой процент исчезнувших людей скрываются сами и отнюдь не желают, чтобы их нашли. В отделе поиска пропавших считали, что подростки действительно сбежали из своих домов, чтобы подработать во Фрипорте. Винклы же полагали, что их сын был похищен и разговаривал по телефону под угрозой оружия. В конце концов, родителям удалось добиться официального объявления Грегори Винкла и Дэвида Хилли Джестера в розыск, причем опросы полиции людей, живших в окрестностях бассейна, позволили проследить путь подростков. Они действительно вместе купались в бассейне, а потом уехали в белом автофургоне. Кому принадлежал этот фургон, оставалось в тот момент невыясненным. По инициативе родителей в городе раздавали листовки с фотографиями и информацией о пропавших. Элмер Хенли был одним из тех, кто добровольно вызвался их раздавать. Время шло, и чем дальше, тем все сильнее Дин Корл входил во вкус. Более жестокими становились издевательства над жертвами. Жажда убийства пугала его сообщников, которые, несмотря на это, продолжали помогать ему. Когда было обнаружено захоронение жертв Корла, эксперты установили, что многие убитые были перед смертью кастрированы. Причем некоторые не скальпелем или ножом, а зубами. Зимой 1971 года Дэвид Брукс снова повел Хенли на встречу с Корлом. Вот как сам Хенли рассказывал о том, как заманивал жертвы к леденцу. На протяжении 3 лет я помогал Корлу в проведении оргий. Мне было поручено вербовать новые жертвы. В моем распоряжении их было больше, чем требовалось. Я знал всех парнишек нашего района, и мне было достаточно подъехать к автостраде, чтобы найти ребят, которые просили их подвезти. Я им обещал хорошую вечеринку с выпивкой и наркотиками, и они тут же охотно соглашались. Корл устраивал групповые оргии, в которых участвовали мальчишки, нюхал вместе с ними клей и не скрывал от своих юных сообщников своих наклонностей. За каждого приведенного подростка Корл платил Бруксу и Хенли по $200. Позже Уэйн рассказал полиции, что несколько месяцев игнорировал предложение Корла. Однако в начале 1972 года он решил, что поможет найти мальчика для Дина, поскольку находился в тяжелом финансовом положении. В сентябре 1971 года Корл снова поменял квартиру. Позже Брукс рассказывал, что помогал Корлу в похищении и убийстве 2 молодых людей, пока Корл проживал по этому адресу. В своем признании Брукс заявил, что не помнит их имен, а один из них подвергался пыткам в течение 4 дней, будучи привязанным к пыточной доске, и только потом был убит. Личности обеих жертв так и не были установлены и остаются неизвестными по сей день. В феврале-марте 1972 года Хенли и Корл заманили очередного мальчика в дом Корла, предложив ему покурить марихуаны. В квартире, используя уловку, которую он и Корл придумали заранее, Хенли как бы в шутку сковал себе наручниками руки за спиной, а потом освободился с помощью ключа, спрятанного в заднем кармане. Затем он уговорил юношу тоже надеть наручники, и когда тот оказался скованным, Корл заткнул ему рот кляпом, а позже издевался и убил. Личность парня так и не была установлена. 24 марта Хенли в компании Корла и Брукса убедил своего 18-летнего друга по имени Фрэнк Агире пойти с ним в дом Дина, опять же пообещав покурить марихуану вместе с троицей. В доме Корла Агире снабдили марихуаной, затем убедили надеть на него наручники. Дин затащил Фрэнка в свою спальню и привязал к доске для пыток, где его изнасиловали, пытали и задушили, прежде чем похоронить на пляже Хай-Айленд. Хенли позже утверждал, что пытался отговорить Дина от изнасилования и убийства Агиры, но Корл категорически отказался. Постепенно мальчишки-сообщники Корла все сильнее втягивались в круговорот насилия и смерти, принимая больше участия в жестоких развлечениях старшего товарища. Хенли позже признавался,
что постепенно очаровался выносливостью жертв насилия и их способностью выдерживать многочасовые пытки. В июне 1972 года Хенли помог Корлу и Бруксу совершить похищение и убийство двух молодых людей по имени Билли Баулч и Джонни Деллом. В признании он заявил, что обоих парней привязали к кровати Корла, и после пыток и изнасилования Хенли вручную задушил Баулча, а затем крикнул «Эй, Джонни!» и выстрелил Деллому в лоб. В результате выстрела молодой человек не погиб, хотя пуля вышла через ухо юноши. Деллом умолял Хенли: «Уэйн, пожалуйста, не надо», но был задушен. Оба молодых человека были похоронены на пляже Хай-Айленд. Список жертв рос, хотя с февраля по июнь 1973 года не было совершено ни одного убийства. В то время Корл страдал от водянки яичка, и, скорее всего, именно этим можно объяснить временное затишье в череде преступлений. Зато, начиная с июня, количество убийств резко возросло, и Хенли с Бруксом позже свидетельствовали о повышении уровня жестокости убийств, совершенных в то время. Убийства участились, Дина обуревала жажда крови. Хенли и Брукс стали подмечать признаки того, что Корл скоро снова захочет убивать. Позже Хенли сравнил увеличение частоты убийств и рост жестокости, проявляемый Корлом по отношению к своим жертвам, с жаждой крови, добавив, что он и Брукс инстинктивно знали, когда Корл объявит, что ему нужен новый мальчик, из-за того, что он выглядел беспокойным, курил много сигарет и делал рефлекторные движения головой и руками. 4 июня Хенли и Корл похитили 15-летнего Уильяма Рэя Лоуренса. В последний раз юношу видел живым его отец утром того же дня. После 3 дней издевательств и пыток Лоуренс был задушен, а затем похоронен на озере Сэм Рейберн. Менее чем через 2 недели убийцами был похищен 20-летний Реймонд Стэнли Блэкберн. Его задушили и похоронили на озере Сэм Рейберн. 6 июля 1973 года Хенли начал посещать занятия в школе вождения. Там он познакомился с 15-летним Гомером Луисом Гарсией. На следующий день после знакомства Гарсия позвонил матери и сказал, что ночует у друга. Его застрелили и оставили истекать кровью в ванне Корла, прежде чем он был похоронен на озере Сэм Рейберн. 12 июля 17-летний Джон Селлерс из округа Ориндж был связан, застрелен и похоронен на пляже Хай-Айленд. Весной того же года Хенли попытался поступить на службу в военно-морской флот США, но 28 июня его заявление было отклонено из-за того, что он бросил среднюю школу и обладал ограниченным образованием. В интервью 2010 года Хенли заявил: «Я все равно не смог бы уйти. Если бы я ушел, то Дин пошел бы за одним из моих младших братьев, который ему всегда слишком нравился». В июле 1973 года Брукс женился на своей беременной подружке, и Хенли временно стал единственным поставщиком жертв и помощником Корла. В период с 19 по 25 июля было похищено и убито 3 молодых людей. Один из них, 15-летний Майкл Баулч, был младшим братом предыдущей жертвы, Билли Баулча. В последний раз его видел родственник 19 июля, когда он шел стричься. Майкл был задушен и похоронен на озере Сэм Рейберн. 2 другие жертвы, Чарльз Коббл и Марти Рэй Джонс, были похищены вместе во второй половине дня 25 июля. Позже Хенли сам, без помощи Корла, похоронил тела обоих молодых людей в лодочном сарае. Последней жертвой Корла считается убитый 3 августа 1973 года 13-летний Джеймс Стэнтон Дреймс, который был захоронен в лодочном сарае. Дэвид Брукс упоминал, как купил Дреймсу пиццу и провел в его обществе целых 45 минут, прежде чем парень подвергся пыткам. Хенли в его убийстве участия не принимал. Роковая пуля. Вечером 7 августа 1973 года Хенли пригласил своего хорошего приятеля, 20-летнего Тимоти Кордала Керли, на вечеринку у Корла. Керли должен был стать следующей жертвой маньяка. Брукса в то время не было. Молодые люди отправились к Дину, но по дороге встретили подружку Элмера, Ронду Уильямс, которая в тот вечер была избита своим пьяным отцом и боялась возвращаться домой.
Хенли позвал ее с собой, предложив переночевать в квартире Корла. Дин был в ярости из-за того, что в его дом привели девушку, и наедине сказал Хенли, что тот все испортил. Внешне, однако, Корл оставался спокойным. Он подождал, пока Хенли и двое других подростков уснут после ночной попойки и курения марихуаны, прежде чем связать их и заткнуть рты кляпами. Когда Хенли очнулся, он обнаружил, что лежит на животе, а Корл надевает наручники на его запястья, сковывая их за спиной. Его рот был заклеен скотчем, а лодыжки связаны. Кэрли и Уильямс лежали рядом с Хенли, на полу лицом вниз, связанные нейлоновой веревкой. Их рты также были заклеены скотчем. Заметив, что Хенли пришел в себя, Корл содрал клейкую ленту с его рта. Элмер стал упрашивать Корла освободить его, но тот повторял, что злится на Хенли за то, что он привел с собой девушку, и что теперь он собирается убить их всех троих. «Я убью вас всех, но сначала собираюсь повеселиться», — кричал Корл. Затем Корл затащил Хенли к себе на кухню и приставил пистолет 22-го калибра к его животу, угрожая застрелить. Хенли умолял сохранить ему жизнь, обещая участвовать в пытках и убийстве других молодых людей, если Корл освободит его. Дин согласился и развязал Хенли. Затем отнес Тимоти и Ронду в свою спальню и привязал их к противоположным сторонам своей фанерной доски для пыток. Кэрли на животе, Уильямс на спине. Корл вручил Уэйну длинный охотничий нож. Хенли начал срезать с девушки одежду, когда Корл положил пистолет на стол, разделся и забрался на Кэрли сверху. Хенли начал срезать одежду с Ронды, а Корл разделся сам и начал пытать Кэрли. К тому моменту и Кэрли, и Уильямс проснулись. Испуганные они стали кричать и умолять Хенли о помощи. Хенли схватил пистолет Корла и крикнул: «Ты зашел достаточно далеко, Дин. Я больше не могу. Я не могу позволить, чтобы ты убил всех моих друзей». Корл подошел к Хенли и сказал: «Убей меня, Уэйн». Хенли отступил на несколько шагов, а Корл продолжал приближаться к нему, крича: «Ты этого не сделаешь». Затем Хенли выстрелил в Корла, попав ему в лоб. Пуля не смогла полностью пробить череп Корла, и он продолжал наступать на Элмера. Тогда юноша произвел еще 2 выстрела, попав Корлу в левое плечо и лопатку. Дин Корл выбежал из комнаты, ударившись о стену коридора. Хенли выпустил еще 3 пули, попавшие в поясницу и плечо, и только тогда смог остановить его. Корл умер там, где упал. Его обнаженное тело лежало лицом к стене. Затем Уэйн освободил Кэрли и Уильямс, позвонил в полицию Пасадены и впоследствии признался в массовых убийствах в Хьюстоне. Позже Тимоти Кэрли вспоминал, что когда они сидели на крыльце в ожидании приезда полиции, Хенли сказал ему: «Если бы ты не был моим другом, я мог бы получить за тебя $200. Допросы Элмера Хенли стали для полицейских настоящим откровением. Тот стремился снять груз с души и неожиданно даже для себя стал откровенно выкладывать все ему известное о темных делах Корла, при этом не скрывая и своего участия, и роли Дэвида Брукса в преступлениях. Оказалось, что под носом полиции и на глазах общественности в течение нескольких лет похищали, насиловали и убивали десятки молодых людей возрастом от 12 до 20 лет. Большинство жертв были похоронены в лодочном сарае на юго-западе Хьюстона, а остальные захоронены на озере Сэм Рейборн и пляже Хай-Айленд. Хенли заявил полиции, что Корл платил ему и Бруксу по $200 за каждую жертву, которую им удавалось заманить в его квартиру. Он согласился сопровождать полицию к каждому из мест захоронений, чтобы оказать помощь в извлечении жертв. Один из наиболее драматических моментов в истории хьюстонского телевидения случился, когда Джек Кейта, репортер телевизионного филиала NBC, сопровождал Хенли и полицию. В тот день Уэйн вел их к складскому помещению, где они с Корлом закопали тела нескольких жертв убийства. Кейта разрешил Хенли воспользоваться своим мобильным радиотелефоном, чтобы позвонить матери. Уэйн выпалил в трубку слова:
«Мама, я убил Дина». It's Wayne. Yes, this is Mama, baby. Mama, Huh? I killed Dean. Wayne, Ma'am? what are you doing? Yes. Oh, God. Where are you? I'm out of this warehouse. I'm with the police, Mama. Отснятый материал несколько раз транслировался в местных новостях KPRC-TV и в тот же вечер был передан для общенационального вещания NBC Nightly News. В период с 8 по 13 августа 1973 года в общей сложности 27 мальчиков в возрасте от 13 до 20 лет были найдены похороненными в 3 местах, о которых сообщил Хенли. 15 тел были найдены в лодочном сарае. Еще 4 жертвы находились на озере Сэм-Рейберн. 6 тел были найдены на пляже Хай-Айленд, а тело 27-го парня было найдено на пляже округа Джефферсон. Но позже дополнительные расследования выявили, что на счету убийц не менее 44 человек. Все жертвы были молодыми мужчинами, и многие из них подвергались сексуальным пыткам и насилию. Вскрытие показало, что каждая жертва была убита вследствие удушения, выстрела или сочетанием того и другого. Преступление и наказание. Элмера Уэйна Хенли и Дэвида Оуэна Брукса судили отдельно. Хенли предстал перед судом в Сан-Антонио 1 июля 1974 года по обвинению в 6 убийствах, совершенных в период с марта 1972 года по июль 1973. Обвинение вызвало десятки свидетелей, в том числе Керли и Райдингера. Райдингер показал, что в доме Корла он был привязан к доске для пыток и неоднократно подвергался изнасилованиям и побоям со стороны Корла, прежде чем Брукс уговорил Дина Корла его отпустить. Элмер получил 594 года заключения, по 99 лет за каждое доказанное убийство с его участием. Суд над Дэвидом Бруксом начался 27 февраля 1975 года. Хотя обвинительный акт содержал обвинения в 4 убийствах, к суду Брукс был привлечен только за убийство Уильяма Рэя Лоуренса. Оба соучастника маньяка были приговорены к пожизненным срокам заключения. Элмер Уэйн Хенли впервые получил право на условно-досрочное освобождение 8 июля 1980 года. В этом случае и на каждом последующем слушании по условно-досрочному освобождению до настоящего времени ему было отказано. Следующая приемлемая дата условно-досрочного освобождения Хенли – октябрь 2025 года, когда ему исполнится 69 лет. Хенли содержится в отделении Стайлс в округе Джефферсон, уже более 3 десятилетий за решеткой. Что можно сказать о нем сейчас? Уэйн Хенли, избавившийся в тюрьме от алкогольной зависимости, открыл в себе дар художника и рисует картины. Довольно безвкусные, надо сказать, напоминающие инопланетные пейзажи. Relatives and friends of the victim staged a protest outside the gallery. Elmer Wayne Henley continues to remain in prison for his role in one of America's worst ever cases of mass murder. Дэвида Брукса судили за убийство Билли Рэя Лоуренса в феврале 1975 года. Он был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению 4 марта. Брукс умер от осложнений COVID-19 в мае 2020 года. Дорогие гости и подписчики канала, как вы считаете, правильно ли поступил Хенли, убив Дина? Как все могло обернуться, если бы мальчик не выстрелил? Почему за 3 года так никто и не обратил внимания на Брукса, Хенли и их взрослого друга? Делитесь своим мнением в комментариях. Конец. Все. Финита ля комедия.